Привет, друзья! Сегодня мы будем изучать русский и гулять в спальном районе Санкт-Петербурга, там, где живут люди. Давайте начнем. Итак, я вышел из своей парадной, и сейчас я иду гулять по спальному району Санкт-Петербурга. Я вам его покажу. О, вот моя машина здесь припаркована. Видите? Да, я тут недавно немножко ее помял, и у меня оторвался поворотник. Ну, что делать? Такое бывает. Вот, видите, у кого-то вообще заднего бампера нету. Так что это нормально, это бывает. Сегодня я погуляю, покажу вам, какие здесь есть вообще какие особенности жизни русских людей в спальных районах есть, и историю спальных районов этих я вам тоже немножко расскажу, вернее, историю вот этих домов, потому что видите эти дома? Эти дома вы можете увидеть в любом абсолютно городе России, и вы, если вот вы посмотрите туда, то вы никогда не узнаете, в каком городе вы находитесь. Потому что все эти здания, они выглядят абсолютно одинаково. Это типовая застройка. Мы об этом сейчас поговорим. Кстати, я не знаю, почему у людей в России такая любовь к кормушкам для птиц. Давайте подойдем сюда аккуратненько, посмотрим на эту кормушку для птиц. Видите, там семечки и какой-то корм для птиц. А есть вот такие варианты кормушек для птиц. Ну, блин, это, конечно, выглядит немножко стрёмно, как мне кажется. Ну, в общем, да, люди любят кормить птиц и кошек, но иногда это все выглядит не очень красиво, не очень эстетично. Итак, что из себя представляет спальный район? Мы, кстати, находимся недалеко от центра Санкт-Петербурга, примерно в 20 минутах ходьбы от центра Санкт-Петербурга. То есть это не какая-то, это не окраина, это, в принципе, недалеко от центра. Красногвардейский район. Этот район называется Красногвардейский. И здесь вы можете увидеть, что вот стоят здания, стоят дома одинаковые. И вот это все пространство, все эти дома, весь этот квадрат, мы называем это микрорайоном. Микрорайон. То есть это место, где расположены жилые дома и необходимая инфраструктура. То есть школы, детские сады, магазины и так далее. Это все микрорайон. И это отличительная черта застройки советского времени. Этот квартал был построен или микрорайон, лучше сказать. Этот район был построен в 60-е годы. В то время руководителем коммунистической партии, главным секретарем ЦК КПСС был Никита Сергеевич Хрущев. Поэтому эти дома называются хрущевки. Это хрущевки. И хрущевки есть двух типов. Это кирпичные хрущевки. Видите, они сделаны из кирпича. Но есть еще панельные хрущевки, типа вот таких. И панельные хрущевки считаются, хуже. Кирпичные лучше. Вот в этом районе я не нашел панельных хрущевок, чтобы вам показать. Вот. Но зато здесь очень много кирпичных хрущевок. Кстати, смотрите, здесь есть детский сад. Кстати, детские сады в таких спальных районах, они тоже все типичные, стандартные. Вот так выглядит, наверное, почти каждый детский сад здесь. Попова Оля, 1 А. 1 А – это класс. 1 класс, буква А. Оля сделала вот такую кормушку. Вот еще есть такая деревянная кормушка. Смотрите, дети что-то делают.
Сейчас мы их спросим, что они делают. Это что у вас, ребят, замок? Да? Классно. Вот, видите, дети лепят снежный замок. Это, в общем, прикольно. Ну, кстати, смотрите, похожее здание здесь и там. И я даже не знаю, может быть, это тоже школа, но вряд ли две школы находятся так близко. Но мы подойдем и посмотрим, что это за здание. И, кстати, мы сейчас подходим к еще одному детскому саду, потому что, в принципе, в этих районах, в микрорайонах всегда есть школы, всегда есть детские сады. Всегда так было все спроектировано, чтобы инфраструктура была. Например, сейчас очень много различных новостроек, которые находятся вдалеке от города и вдалеке от инфраструктуры. И это большая проблема. Десятки домов стоят очень высоких, и нет ни одного садика детского еще пока. То есть это проблема. В этих районах все с инфраструктурой хорошо. Кстати, посмотрите, как думаете, что это за здание? Тя-дя! Детский сад. Это другой детский сад. Видите, опять корпус и вот эта часть, да, перегородка. Типичный стандартный детский сад. И еще какое-то здание, я тоже не знаю. Я думаю, что это какой-то совсем старый дом. Судя по трубам, я думаю, что это старый дом. Итак, эти вот дома, давайте про них поговорим. Это дома, как я говорил, хрущевки, потому что они строились при Никите Сергеевиче Хрущеве. Давайте кратко немножко в историю. Примерно с 30-х годов началась индустриализация в России, в Советском Союзе, активно. Люди массово приезжали в города, люди уезжали из деревень, люди приезжали работать на фабрики, на заводы. Где люди жили? Нужно было строить жилье, но жилье строили достаточно медленно, и жилья не хватало для всех людей. Вот, кстати, вот этот дом, если я не ошибаюсь, то это, кстати, общежитие. Вот так обычно выглядели общежития. То есть такие дома строились... Вот это дом для частного проживания. То есть здесь люди имели свои собственные квартиры. А здесь у людей была комната. Комната или маленькая-маленькая квартира. Да? То есть обычно это была комната, и ванная, кухня были общими. Это вот такое общежитие. Значит, люди приезжали в города жить, работать на фабрики, на заводы, и им не хватало жилья. Особенно проблема остро возникла после Второй мировой войны. Потому что город был, например, Санкт-Петербург был разрушен, и нужно было что-то делать, людям нужно было где-то жить. И вот первый тип домов, про эти дома мы еще поговорим. Первый тип домов – это сталинки. Сталинки, потому что они строились при Сталине. Вот посмотрите, этот дом – типичный пример сталинского неоклассицизма. Это середина 50-х годов. В 50-х годах строили вот такие здания. И сталинские дома, вот посмотрите, там еще один, здесь довольно шумно, но давайте подойдем, посмотрим на сталинские дома, а потом вернемся к вот этим хрущевкам. Вот здесь остановка. На остановке всегда написаны маршруты разных автобусов и трамваев. Вот буква Т означает трамвай. Вот. И давайте пойдем посмотрим на архитектуру времен Сталина. Как я уже говорил, это сталинский неоклассицизм. Так, где здесь пешеходный переход? Это остановка. Нам придется идти вот туда. Там пешеходный переход. Здесь может быть шумно. Это проспект. Здесь много магазинов,
Вот Магнит. Магнит – это очень популярный супермаркет, сетевой супермаркет. Магнит. И вот там дальше я вижу еще есть Пятерочка. Пятерочка – это тоже очень-очень популярный супермаркет в России. Вот сталинская застройка. Посмотрите, эти здания достаточно красивые, правда? Потому что эти здания были построены в архитектурном стиле. То есть был архитектор, был стиль. А эти дома, они строились уже без архитектурных излишеств. То есть каких-то элементов декорирования, каких-то арок, не знаю, эркеров, балконов каких-то интересных. Ничего такого не было. Так, здесь аккуратно надо перейти дорогу. Я надеюсь, что меня пропустят. Но это, конечно, опасно переходить такие проспекты. Вот, смотрите, сталинская застройка. Сталинские дома можно разделить, ну, не знаю, на 3 типа. Я не профессионал, друзья, я говорю вам так, по-простому. Я бы разделил сталинки на 3 типа. Первый тип – это сталинки эконом-класса. То есть это самые-самые простые сталинки. Я их здесь не вижу. Они выглядят примерно так же, как и вот те хрущевки. То есть они очень простые. Они достаточно дешевые. Квартиры в таких домах дешевые. Вот это уже средний класс. Это уже такой средний класс. Эти дома уже, они считаются очень-очень неплохими. Квартиры в них гораздо дороже, чем в хрущевках. И потолки выше, окна больше. Короче, эти квартиры просторнее. Просторнее, больше, комфортнее, толстые стены. Эти здания сделаны тоже из кирпича. Ну, кирпич мы здесь не увидим, но, короче, здесь очень толстые стены. Поэтому это комфортные, теплые дома. И есть еще элитные сталинские дома. Это вот в Москве самые известные вот эти сталинские высотки. Это пример элитного жилья такого, где жила, так скажем, советская интеллигенция, короче, избранные люди. Обычные рабочие жили в сталинское время в основном в бараках. Что такое бараки? Бараки – это двухэтажные такие здания, деревянные, где много людей, большое количество людей жило в маленьком доме. Или люди жили в коммунальных квартирах. Здесь, к сожалению, тоже нет коммунальных квартир, чтобы показать, но это была реальность. И то, что сделал Хрущев, то, что он начал строить вот эти бюджетные, дешевые хрущевки, это на самом деле очень сильно помогло. Потому что банально люди хотели жить в отдельной квартире, да, потому что в коммунальной квартире у семьи была комната, кухня была общая, ванна была общая, туалет был общий, да, это ужасно. А в хрущевке у тебя была своя собственная квартира. Она была, конечно, маленькая, ну, достаточно маленькая, но она была твоя. Ну, маленькая она была, на самом деле, для того времени эта квартира была не маленькая, да. Я думаю, что в то время люди, когда видели хрущевку, они прям, вау, они очень радовались, потому что это было личное жилье, которое, кстати, выдавалось бесплатно. Вот. Но единственное, что тебе нужно было стоять в очереди и ждать. Может быть, год, 2, 3, 4 или 5 лет, 6, может быть, больше, не знаю. Ты ждал, пока тебе дадут квартиру. Но зато ты получал квартиру бесплатно. Итак, пойдемте снова к нашим хрущевкам. Вот, посмотрите, да? Нет никаких вообще элементов декора, да? Никаких
архитектурных излишеств. Просто дом, просто квадратная коробка. И многие очень не любят эти дома, потому что они, во-первых, достаточно серые, некрасивые, унылые, да. Ну, посмотрите, вот все дома одинаковые. Сейчас еще, в принципе, унылое время года. Видите, везде грязь, еще ничего не убрано после зимы. Везде вода, нет зеленой травы. Ну, в общем, все выглядит достаточно уродливо. И когда ты видишь такие дома, то, конечно, это навевает скуку, навевает уныние. И квартиры в них сейчас считаются маленькими. Но мы с вами, друзья, в конце этого видео зайдем в квартиру, где я живу. Это квартира в такой хрущевке. И вы посмотрите, как она выглядит внутри, эта квартира. На первом этаже, вот здесь, да, располагаются магазины. Вот видите, помните, мы проходили Магнит, вот здесь. Это все коммерческие помещения на первом этаже. Ну а на втором, на третьем и на четвертом этаже там уже живут люди. Такая вот история. Вот, единственный пример, единственный элемент, вернее, такого декора, я не знаю, как это правильно назвать, это эркер. Видите, эркеры? Вот это тоже хрущевка, но чуть-чуть есть какого-то, не знаю, чуть-чуть каких-то красок, чуть-чуть какого-то разнообразия. Но в общем и целом все эти дома, они выглядят вот таким образом. Кстати, помните, я говорил, что здесь есть здание, похожее на школу. Давайте посмотрим, что это за здание. Ага, это Центр детского юношеского технического творчества. Ясно. Короче, это как школа, только это место, куда твой ребенок может ходить на дополнительные занятия. Например, после школы или в выходной день. Видите, здесь есть танцы, английский язык, фольклор, единоборство, веб-дизайн, программирование, фотостудия. Короче, дети могут сюда приходить и заниматься каким-то творчеством или каким-то, в общем, каким-то интересным занятием. Что-то они могут здесь делать. Это прикольно, и я думаю, что это бесплатно. Мы снова вернулись в район, в тот микрорайон, откуда мы начали путешествие. Снова хрущевки. Так вот, еще раз, да, в чем плюс хрущевок? Панельные хрущевки, не такие, не кирпичные, а панельные хрущевки, они очень быстро строились. Буквально за 2 недели можно было построить вот такой дом. Представляете, за 2 недели построить такой дом. И такие дома строились тысячами во всех городах Советского Союза. Вы можете встретить такие дома. Либо кирпичные, либо панельные. То есть дом как бы как из Лего. Дом собирался из панелей. Поэтому это было очень быстро. Это было очень дешево. Но это было хорошее решение, чтобы дать людям жилье. И как вы можете заметить, уже прошло сколько лет, получается? Почти 60, да, 60 лет. 60 лет прошло, а эти дома все еще стоят. И многие из этих домов в очень неплохом состоянии. Кстати, видите балконы? Некоторые балконы, например, вот этот и вот этот балкон, они застеклены. Или остеклены, по-разному говорят. И здесь тоже. Вот здесь один балкон застеклен. Честно говоря, это в чем-то проблема в России, что люди очень любят застеклять балконы, и это очень сильно портит внешний вид здания. Вот посмотрите на это здание. Здесь еще не так плохо. Здесь люди застеклили балкон с помощью белых таких пластиковых конструкций. Это, в принципе, не очень плохо смотрится. Бывает гораздо хуже.
Но в целом балконы очень часто используются как склад. Вот я видел один балкон, но он далеко. Там люди хранят зимнюю резину, автомобильную резину, да? Либо какие-то вещи, велосипеды. То есть балкон — это всегда склад. Ну, вот посмотрите на каждый из этих балконов, и вы увидите, что в основном там просто ненужные вещи. Вон елка с Нового года, еще что-то. То есть редко, когда люди используют эти балконы как балконы. Ну, потому что они, честно говоря, не очень функциональные и не очень прикольные. Поэтому я могу понять, почему так происходит. Но вот, вот такая вот история, да, с балконами. Сейчас мы подойдем к мусорной площадке. Вот это впереди это мусорная площадка. Там находится мусорный контейнер. И посмотрим, что там есть. Честно говоря, в Санкт-Петербурге почти не сортируются отходы. Вот вы можете посмотреть, что здесь есть контейнеры для общего мусора. И вот здесь еще есть контейнеры для пластиковых бутылок и для стекла. Но здесь нету, то есть больше ничего переработать нельзя, ни металл, ни какие-то другие вещи. То есть мусор, он просто выбрасывается вот в контейнеры и все, и дальше он едет на свалку. Вот. Это очень печально, потому что, например, в Москве уже начинает активно распространяться раздельный сбор мусора, и это классно, это классно. А Петербург — второй город после Москвы, и здесь еще нет нормального разделения отходов. Это, конечно, ну, это плохо, это ужасно. Если честно, это отвратительно. Я считаю, что есть много вещей, которые ужасны, но это самое ужасное из ужасных, потому что, ну, свалки растут, количество мусора растет, и мы его никак не сортируем. Я считаю, что государство должно обязательно заняться этой проблемой. Что будет дальше с этими домами? Я не знаю. В Москве сейчас идет программа реновации хрущевок. В Москве просто сносят хрущевки и строят новые дома. Но, конечно, мне кажется, это не очень хороший выход, потому что Москва может себе позволить снести здания и построить новые. Но другие города, даже Санкт-Петербург или какие-то Екатеринбург, другие города, где тоже много хрущевок, они не могут себе позволить просто снести дом и построить новый дом. Но я знаю, что в Германии, например, есть проекты по реновации или по реконструкции хрущевок. Реально в Германии делают очень прикольный редизайн, да, или рестайлинг, не знаю, как это назвать, хрущевок, и они выглядят совершенно по-другому. Они выглядят современно, они выглядят очень интересно, очень классно. Там делается полная перепланировка. В общем, мне очень нравится эта идея. Конечно, было бы здорово, если бы этими домами мог кто-то заняться. Но я не думаю, что это произойдет, честно говоря. Я думаю, что в ближайшие 5 или даже 10, может быть, и 20 лет с этими домами ничего не будет происходить, ничего не будет меняться. Хорошо, если за этими домами будут следить, если их будут обслуживать, менять коммуникации, это будет уже хорошо. Вот, так что, да, пойдемте зайдем в нашу квартиру с Юлей и посмотрим, что находится внутри таких домов, внутри хрущевок. Так, заходим в квартиру. Оп! Здесь такой коридор небольшой, маленький коридорчик. Мы здесь с Юлей живем меньше недели. Оп! Здесь обувь наша, здесь холодильник. И вот здесь первая комната, вот это кухня.
Юля, привет! Привет! Юля здесь работает, занимается делами. Кухни всегда в хрущевках стандартные, достаточно маленькие. Это где-то 5 или 6 квадратных метров. Ну, в принципе, для 2 человек это нормально. Горячая вода здесь нагревается вот таким бойлером. Мы называем это газовая колонка. Газовая колонка. Ты включаешь воду, и там зажигается газ. Горит газ, и вода нагревается. И вот также газ идет сюда, к плите, и можно, вот тут Юля что-то готовила вкусное, ням-ням-ням, с помощью этой газовой плиты. Здесь я говорил уже, из-за того, что это дом кирпичный, то здесь достаточно широкие подоконники и достаточно толстые стены. То есть это особенность этого дома, таких домов. Естественно, в панельных домах стены гораздо тоньше. Вот это первая комната, такая гостиная, старый диван. Здесь еще один диван. И, конечно же, такое покрывало в советском стиле. Не знаю, почему такие покрывала. Еще ковры на стене. Вот советские люди очень любили ковры на стене. Я не знаю, откуда пошла эта мода, но моя бабушка тоже очень любила ковры на стене. В общем, это спальня. Да? Здесь я сейчас работаю, вот, снимаю видео. Это мои все девайсы для освещения, приборы для освещения, штатив. И вот здесь очень прикольная есть гардеробная. Здесь открывается такая дверка, и ты видишь вещи. Вещи, вот такое небольшое помещение для вещей. Это, конечно, очень удобно. Тебе не нужен шкаф, у тебя есть такое маленькое помещение. Ну, из плюсов в этой квартире, что здесь есть раздельный санузел. Раздельный санузел означает, что туалет и ванная, кстати, сама ванная очень маленькая, видите? Все. Туалет и ванная, они в разных помещениях. Это называется раздельный санузел. Иногда бывает совмещенный санузел. То есть, когда и туалет, и ванная в одном помещении. Но здесь раздельный санузел, ну, это считается лучше. Это прикольно. Вот, друзья, я вам рассказал все, что хотел. Честно говоря, многие считают хрущевки каким-то плохим жильем, старым жильем, маленьким жильем. Но я сейчас смотрю на те квартиры, которые продаются в новых домах, в новых высоких домах, и там продаются квартиры студии 20 квадратных метров. 20 квадратных метров. Однокомнатные квартиры 28 квадратных метров. Или двухкомнатные квартиры 30 квадратных метров. Это квартира 43 квадратных метра примерно. Поэтому я не могу, честно говоря, понять. Эти квартиры считаются маленькими, но сейчас квартиры в новостройках еще меньше. Так как мы можем говорить, что эти квартиры плохие, если новые квартиры такого же класса, они еще меньше, и они гораздо дороже, и они находятся далеко от центра города? Я думаю, что я сниму видео про такие большие новые районы, или как мы их называем, муравейники или человейники. Я вам покажу, и вы, может быть, увидите разницу. И вы мне скажете, что вам больше нравится, такой старый спальный район или новый район с новостройками. До встречи в следующем видео. Пока!